На днях министр иностранных дел Ирана в интервью NBC News сообщил, что, мол, Россия и Китай оказывают помощь Ирану. Политическую и не только. Подробностей не будет. Секретность, сами понимаете. А буквально за несколько часов до этого журналисты спросили пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, намерена ли Россия оказывать военную помощь Ирану. Песков ответил, что Иран, мол, никакой помощи не просил. Это, вообще говоря, интересная ситуация. Россия и Иран вроде как ближайшие союзники. А в таком статусе как бы ожидается, что один другому окажет хоть какую-то помощь в такой ситуации, в которую попал Иран. Мы этой темы касались, но она заслуживает отдельного разговора. О ловушке, в которую попала российская внешняя политика. Столь же двусмысленной, сколь ожидаемой. Прежде чем начнем, напомню про инструкцию для обхода блокировок в описании. Мы недавно добавили туда новый бесплатный способ обхода. Спонсирует это компания MaxSwap, выпускающая криптовалютные виртуальные карты, которыми можно пользоваться за границей, как обычными. С самого начала войны Владимир Путин весьма последовательно занимался строительством Варшавского договора на новый лад. Раз уж Запад Путина выгнал, тот будет торговать, дружить и, что важнее, союзничать в военном смысле со всеми, кто не Запад. Бесконечные россказни о дружбе с Китаем, который нас так долго ждал, и вот мы к нему пришли. О более чем странной организации БРИКС, где ничем не связанные страны без общих интересов, черт знает по каким частям глобуса раскиданные, должны вместе делать непонятно что. Вот только разговоры так и остались разговорами. Китайские инвесторы в очередь на российский рынок не выстроились. Российские компании не попали на китайские биржи. И даже совсем уж курам насмех сотрудничества, хотя бы развертывание в России платежной системы UnionPay, тоже закончилось не начавшись. Все планы отвернуться от Запада и повернуться на Восток уперлись в ту простую истину, что никакого Запада и Востока в глобальной экономике нет. Если ваш банк под санкциями ЕС и США, то ни китайский, ни индийский банк в сторону сотрудничества даже не почешется. Потому что сами под санкции совершенно не хотят. Нет никакого отдельно стоящего азиатского рынка. Все связаны со всеми и работают по общим правилам. Но в военном отношении Путин частично преуспел. Он действительно получил двух союзников. Первый – Иран, чья помощь беспилотниками на фоне полного военного эмбарго России стала бесценной. Ни Китай, ни Индия, ни кто-либо еще продавать Путину ничего похожего на оружие не решались. Даже если сами у Путина с удовольствием оружие покупали. Иран же первым пересек эту черту. Второй союзник – Северная Корея, которая пока что единственная страна, помимо России и Украины, которая поучаствовала в этой войне не только поставками боеприпасов и техники, но и наземными войсками. Иран и Северная Корея в данном случае действительно действовали как союзники. Без них война бы это выглядела совершенно иначе. Тут нет вопросов. Без Ирана Путин не мог бы устроить энергетический террор Украины. Без северокорейских войск кусок Курской области вполне возможно до сих пор был бы под украинским контролем. Без боеприпасов и техники от Ким Чен Ына наступление остановилось бы сильно раньше. Если мы живем в классической логике завоевательных войн, Иран и Северная Корея – единственные настоящие союзники Путина на всем белом свете. Не Виктор Орбан, который выторговывает у ЕС всякие плюшки за поддержку санкций, и уж тем более не Китай, который держится демонстративно отстраненно. А именно Иран и Северная Корея. Союзник у них военной помощи попросил, а они пришли с военной помощью и дали, или продали. Если уж какую-то глобальную ось зла пытаться выстраивать, или просто альтернативную Америке и западному миру ось, то вот этими двумя союзниками разбрасываться уж никак нельзя. Потому что если есть идея кого-то еще соблазнить таким союзом, то нужен наглядный пример, что такая авантюра вообще имеет смысл. Что дорога – это с двусторонним движением. Но почему-то никто всерьез особо даже не удивляется тому, что Путин вообще не участвует в кризисе, который сложился вокруг одного из двух главных его союзников. Очень похоже, что притворная природа этого союза была плюс-минус всем очевидна с самого начала и предполагалась сама собой. Что разговоры о союзниках были чисто внутренним феноменом и велись исключительно для того, чтобы убедить внутреннюю аудиторию. Мы, мол, не одни, мы теперь с глобальным югом, который составляет львиную долю человечества. Но всерьез никто не задумывался о том, чтобы сделать союз этот сколько-то реальным. Чтобы на этот костяк, составленный из России, Северной Кореи и Ирана,
наращивать еще кого-то, чтобы действительно выстроить двухполярный мир, как во времена Холодной войны. Почему-то в этом нет никакой сенсации. Просто всем настолько же очевидно, что Россия не станет заступаться за Иран, насколько очевидно, что США будет участвовать с Израилем в войне вместе. Всем очевидно, что строительство своего полюса мира с блэкджеком и сопутствующими товарами осталось на уровне разговоров и планирования. Все намерение свелось к тому, чтобы сказать внутренней аудитории: это не они нас бросили, а это мы сами от них ушли. Сегодня очень интересно посмотреть, как эту весьма несенсационную неловкость той самой внутренней аудитории пытаются объяснить. Что действительно непросто. Ведь одновременно нужно рассказать и почему режим Аятолл нам брат, и почему мы палец о палец за него не ударим. Сейчас посмотрим, что же говорила российская пропаганда. Только прежде чем перейдем к обзору, посмотрим небольшое объявление о моем некоммерческом проекте. Почти год назад я запустил проект «Приемная». Его задача — обеспечить адвокатами тех, на кого в России открыто политическое уголовное дело. Дотянуться до всех, до кого сможем, и предоставить бесплатную юридическую помощь. За это время, с прошлого февраля, через нас прошло более 400 обращений. 83 обратившихся получили подробную юридическую консультацию от адвоката. 41 кейс принят в работу, и многие из них уже закрыты с позитивным исходом. Есть целый пул специалистов в разных уголках России. Единственное, но мы не можем сейчас рассказывать об успехах и привлекать внимание государства к людям, которых удалось вытащить из его челюстей. Без имен и подробностей я уже делал отчет о результатах несколько месяцев назад. Ссылка в описании. Из нового. Адвокатам удалось прекратить издевательства со стороны тюремной администрации для 2 заключенных. Удалось добиться более мягких условий для женщины, содержавшейся в психиатрической больнице. Удалось противостоять угрозам силовиков, которые угрожали обратившемуся уголовным делом за осквернение символа воинской славы. Вышло добиться рассрочки для штрафа в 300 тысяч, теперь человеку не нужно платить все разом. Большинство фигурантов таких дел никому неизвестные люди, которые, вероятнее всего, никогда не слышали ни про Максима Каца, ни про его проект. Поэтому очень важно до них дотянуться. Если вы знаете человека, которому нужна помощь с политическим уголовным делом, таких сейчас много. Может, у вас знакомый, например, писал что-то подобное в соцсетях, или слышали вы. Обязательно отправьте ему или его родственникам ссылку, которую я оставил в описании. Пусть напишет, и мы найдем и оплатим ему адвоката. Помогите, пожалуйста, распространить эту информацию. Дойти с ней до политзаключенных не так просто, как может показаться. Если же вы готовы профинансировать такой проект, который не дает никаких подробных публичных отчетов, напишите мне в Telegram. Так как все платежи я администрирую вручную, пишите, пожалуйста, только если вы готовы отправить значимую сумму на эти цели от $1000. Когда происходят такие серьезные события, как война США и Израиля с Ираном, обязательный пункт программы — это экстренное заседание Совбеза ООН. И вот сразу же запросили разные страны, в том числе Россия и Китай. Российский посол при ООН Василий Небензя взял слово и назвал американо-израильский удар преднамеренным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии, нарушающим международное право, а потом заявил, что операция подорвала региональную стабильность и равносильно предательству дипломатии. Позже, когда стало известно, что верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи убит, Кремль отправил телеграмму с соболезнованиями иранскому президенту. Примите глубокие соболезнования в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. И этот набор аргументов – мораль, международное право, неприятие цинизма и агрессии – сразу были взяты за образец всеми официальными российскими спикерами. Дмитрий Киселев, комментируя иранский кризис, вообще вот что заявил. Первое, что можно констатировать, это крах западной дипломатии как института, где ключевым аргументом становится вероломство. Киселев имел в виду, что некрасиво было со стороны американских дипломатов вести переговоры вплоть до начала операции, а потом нападать без предупреждения. Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев тоже отправили телеграммы в Иран. Государственная Дума решительно осуждает и считает недопустимым вмешательство в дела суверенного государства и преступную расправу над его законным лидером.
что нарушает все возможные нормы международного права. Нет и не может быть никаких оправданий для этой варварской силовой акции. Строго осуждаем и неизбирательные атаки, повлекшие гибель членов официального руководства Исламской Республики Иран, невинных людей, среди которых большое число детей. У себя в Телеграме Медведев тоже запостил мысли по поводу всего происходящего. Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Вопрос в том, у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага. США каких-то 249 лет. Персидская империя была основана более 2500 лет назад. Посмотрим лет через 100. Затем Песков рассказал журналистам, что российское руководство прям разочаровано. Дескать, велись же переговоры между США и Ираном, но ситуация все равно деградировала до прямой агрессии. Политика дипломатического регулирования является предпочтительным способом, и Россия сохраняет свою открытость с тем, чтобы добиться обеспечения своих интересов именно этими методами, мирными методами. Следующий выступающий Владимир Соловьев. Послушаем и его. Кому не нравится, проматывайте. И началась война, которая может стать одной из крупнейших войн в регионе, и которая может закончиться тем, что уровень бедствия и атомизации этой части света даже сложно себе сейчас представить. Израиль и США атаковали Иран. Трамп переговорил со всеми лидерами арабского мира, по которым нанесены удары, и делает очень хорошую мину, считая, что у него все идет замечательно. Но если все идет замечательно, зачем так много на эту тему выступать и говорить, что у тебя все идет замечательно? Чтобы не ограничиваться официозом и основными пропагандистами, мы посмотрели еще и основные Z-телеграммы. К нашему удивлению, там тема войны в Иране почти полностью игнорируется. Из 26 каналов, которые мы посмотрели, на момент выхода ролика развернуто высказались всего 3. Русский инженер, 2 майора и рыбарь. Первый рассуждает в духе, что если, мол, война на Ближнем Востоке надолго, то цены на нефть вырастут, и это хорошо для России и ее собственной войны. А Иран не жалко, он все равно, дескать, больше с Китаем дружил и наживался на проблемах России, которой негде было взять шахедов. На канале 2 майора пытаются понять, что эта военная операция может значить для России, вплоть до такого вот вопроса. А есть ли у Москвы протоколы на случай действий условного агрессора? Ну то есть, насколько готова страна к ракетным ударам на всю глубину России и последствиям поражения лиц, принимающих решения? Но вообще в Z-каналах, где эта тема хоть как-то обсуждается и вообще поднимается, выдумывают в основном иранские военные успехи. То появляются намеки, что ответными ударами убит Нетаньяху. А если не убит, то бьется в истерике. А если не Нетаньяху, то Йоав Галлант, бывший министр обороны, которого перепутали с нынешним. То докладывают, что израильские города разрушены чуть ли не до основания. Словом, иранский режим не сломлен, дает отпор. Американская и израильская военщина еще пожалеет. Интересно, что в отличие от официоза и телевизионной пропаганды, Z-спикеры в Телеграме гораздо меньше морализаторствуют. И оттого выглядит, не знаю, адекватнее, что ли, хотя это слово тут не очень уместно. Тоже людоеды, конечно, но хотя бы без претензий на нравственное превосходство. А еще характерно, что никто вообще, вот прям, совсем никто, ни в Телеграме, ни в телевизоре, ни среди лидеров мнений, ни в руководстве России не призывает к прямой военной поддержке Ирана. Сочувствуют, высказываются, соболезнуют, ужасаются жертвам, отправляют телеграммы. История с Ираном показывает следующую вещь. У автократии настоящих союзников не бывает. Союзниками они называют тех, кто в данный момент им полезен и не требует слишком многого. Но как только дело доходит до дела, как только начинаются настоящие проблемы, оказывается, что за громкими словами о стратегическом партнерстве стоят только выражения глубокой озабоченности. Это не первый подобный эпизод за последние пару месяцев. Раньше была Венесуэла, потом Иран, теперь еще и вот Куба на подходе. И каждый раз одно и то же. От Путина можно ждать сочувствия, соболезнований, телеграммы, но не реальной помощи. Вообще в нормальной ситуации отсутствие у твоего государства друзей – положение, прям скажем, скверное.
Мы даже не имеем здесь в виду очевидные вещи, вроде того, что в случае чего ты окажешься просто один на один с проблемой, а иногда еще и против всего мира. Мы имеем в виду, что экономическая изоляция и эффект изгоя никого еще к процветанию не приводили. Но если мы говорим про автократии, отсутствие такого режима настоящих союзников, сама органическая неспособность таковыми обзаводиться – это, пожалуй, лучшая новость из возможных. Потому что положение это делает их уязвимыми в долгосрочной перспективе. Демократии могут находиться в разных частях Земли, буквально на противоположных концах света. Могут годами спорить из-за налогов, зеленой энергетики или квот на вылов рыбы. Но когда прилетает по базе союзника, они реагируют немедленно. У автократии же все иначе. Они могут быть соседями, могут хоть обцеловаться на камеру, организовывать 1001 помпезный саммит и подписать миллион бумажек про вечное партнерство. Но в решающий момент направят к территории союзника самолеты, чтобы вывести свою дипмиссию. Союзы автократии строятся по принципу сделки двух хулиганов. Я не трогаю тебя, ты не трогаешь меня. И иногда мы вместе напакостим прохожему. Но как только одного из них сжимают в углу, второй не бежит на помощь. Он стоит в сторонке, курит и высчитывает, не пора ли забрать долю партнера, пока того вяжут. Автократ не может доверять другому автократу. Он же знает, что тот такой же циничный кидало, как и он сам. И в этом их главный системный баг. В любой по-настоящему серьезной заварухе они всегда остаются одни. Россия не пойдет умирать за Иран. Иран не впишется за Россию, когда запахнет жареным. И то, что в реальной беде к ним никто не придет, это, пожалуй, самое оптимистичное, что пока есть в этой истории. Пока они поодиночке, они конечны. В какой-то момент возле посольства Ирана в Москве появился мемориал, куда принесли цветы и чебурашку. По всей видимости, когда твой союзник Путин, это максимум поддержки, на который ты можешь рассчитывать. До завтра.